Привет, дорогие мои друзья! Сегодня у нас будет очень короткий выпуск. Я просто хочу вам напомнить одну очень важную вещь. Хочу поговорить с вами о том, что бывает, мы через своих детей проживаем ситуации, которые проживали в детстве. О чем я говорю? О каких-то болезненных ситуациях, когда мы оказывались одни, когда над нами смеялись, когда мы чего-то боялись, когда кто-то нас не позвал на день рождения, когда кто-то с нами не хотел дружить и так далее, и так далее. И мы, может быть, уже и забыли об этом, а может быть и помним. Но когда похожая ситуация происходит с ребенком, очень многие мамы попадают вот в эту такую, я бы сказала, это даже не ловушка, просто такая точка, где, с одной стороны, нам очень больно за ребенка, потому что мы видим, что он сталкивается с какими-то трудностями. С другой стороны, нам больно за себя, потому что в это же время очень срезонировала эта ситуация с моей собственной болью и с тем, как я себя чувствовала тогда в детстве. И получается, что, с одной стороны, нам нужно поддержать ребенка в его неприятной ситуации, а мы еще, может, и не знаем до конца как, да, как правильно это сделать, какая именно поддержка ему нужна, что говорить, как реагировать. Но даже в обычных ситуациях, скажем так, которые не срезонировали с нашей, нам может быть тяжело поддержать ребенка. А когда еще внутри о себе говорит наш внутренний ребенок, то это все усложняется в несколько раз. И что я здесь хочу сказать, это то, что в таких ситуациях очень-очень-очень важно сделать несколько вещей. Первое — это обнять своего внутреннего ребенка в первую очередь. Что-то такое вспомнилось, и эта боль поднялась. И вы не сможете быть эффективным родителем в этот момент, потому что на передний план выходит ребенок, ваш внутренний. Ребенок не может заботиться о ребенке. Ребенок не может утешить ребенка. Вам, чтобы утешить вашего живого человеческого ребенка, вам нужно снова будет занять позицию родителя, но это будет позже, потому что сейчас нужно уделить внимание вашему внутреннему ребенку. И хотя бы мысленно, да, обнять себя, вспомнить, сказать: да, это было больно, да, это было неприятно, да, сейчас во мне это поднимается, да, это про меня. И вот эта фраза «да, это про меня», она очень важна, потому что вам важно понять, что это не про вашего ребенка, не про вашу дочь или сына, это про вас. Почему это важно? Потому что есть большой риск, что вы начнете проецировать свои собственные чувства и эмоции на вашего ребенка, и вы ошибетесь. Вы будете думать, что он себя чувствует так же, как вы чувствовали себя тогда, но это неправда, это не так. И поэтому вы не сможете нормально поддержать, потому что вы, возможно, захотите действовать, говорить что-то или делать то, что на самом деле вам хотелось бы, чтобы кто-то сделал по отношению к вам. Но ваш ребенок другой, он может не хотеть, чтобы вы что-то там делали. Да? О том, как поддерживать ребенка, мы поговорим в другой раз. Я хочу сделать это действительно коротким, чтобы у вас осталась вот эта одна самая главная мысль. Послушайте. Ваш ребенок точно находится в другой ситуации, как бы вам ни казалось, что она идентична вашей, по одной простой причине. Даже не потому, что он другой. Вы можете сказать: а мой ребенок очень на меня похож, мы с ним одинаковые, да, допустим. Дело не в этом, что он другой, что у него может быть другое вообще восприятие ситуации, что ему, может быть, и в половину даже не так она зацепила его, как когда-то похожая ситуация зацепила вас. Но дело даже не в этом, а в том, что у вас не было таких родителей, как вы. У вас не было такой мамы, какой вы являетесь для вашего ребенка. И поэтому эта ситуация совершенно другая. Чаще всего то, что нам вспоминается во взрослом возрасте, это было что-то, что мы не до конца прожили, то, что мы не смогли разделить с кем-то. Это когда у нас не вышло поделиться, допустим, с родителями, да, с каким-то взрослым, важным для нас, значимым взрослым.
Когда вы не рассказали, не поделились, не поплакали, когда вас не обняли, когда вы не прожили эту ситуацию, она действительно может оставаться внутри годами и десятилетиями и вспоминаться и в 30, и в 40, и в 50 лет, то, что там когда-то в 12 случилось. Но если ваш ребенок пришел к вам и делится с вами своей неприятной ситуацией, это уже все по-другому, все иначе. Потому что как минимум он пришел и рассказал вам, значит, он вам доверяет, значит, у него есть такая мама, которой хочется рассказать, которой можно все это рассказать. Самые большие травмы происходят тогда, когда человек он мог физически быть не одинок, у него могли быть рядом и друзья, и родственники, и родные, но если он эмоционально себя чувствовал в этой беде одиноко, вот тогда большой риск того, что может ситуация оказать травматический эффект. Но если даже очень острая по стрессу, по боли ситуация, но в этот момент я был не один, мне было с кем это разделить, то вероятность травмы на самом деле снижается просто до минимума. Что такое травма? Это не само событие, которое с вами случилось, это то, как вы отреагировали на него, то, какой эффект оно на вас произвело. Так вот, что бы ни случилось с вашим ребенком, если он пришел к вам поплакать об этом, это большое счастье. И именно поэтому, как бы вам внешне не казалась эта похожая ситуация, она уже другая. Потому что если бы вам было с кем поплакать об этом, вам бы до сих пор не было так больно. На этом я хочу закончить сегодняшний эпизод. И до новых встреч!